AMOLED дисплей, GPS плюс GLONASS, всего 46 грамм веса, обалденные циферблаты, возможность купить за 100 баксов и использовать как гарнитуру или диктофон. Интересно? Tube 201, всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня я расскажу вам, как всегда, максимально кратко, быстро и емко о спортивных часах Xiaomi Huami Amazfit Verge. Хотя носимые гаджеты основная тема моего канала, я не спешил их покупать, ведь до них у меня были бипы, пейсы первые и вторые и стратосы этой же фирмы. К слову, в стратосах я и хожу последние полгода и прекрасно знаю, что Amazfit нужно покупать не раньше, чем через 3 месяца после выпуска. А вот по поводу названия ролика сразу скажу, ненавижу русский YouTube, в котором крайне далекие от спорта люди рассказывают вам о гаджетах для спорта. Да большинство из них пешком 10 километров не пройдет без сердечного приступа, а рассказывают об узкоспециализированном продукте для спорта. Спойлерю заранее, как бегун-любитель, я считаю, что этот продукт просто топ, хотя не лишен недостатков и проигрывает стратосом по функционалу довольно серьезно. И теперь 10 основных фактов об умных часах Amazfit Verge. Первое. Упаковка у них, как всегда, топовая. На ней вы можете прочитать об основных достоинствах аппарата и можете не беспокоиться, что часы придут в непотребном состоянии. Верхняя часть снимается с коробки по принципу спичечного коробка. Основная коробка из плотного картона можно дарить, не упаковывая в подарочную бумагу. Второе, чтобы вы ненароком не подумали, что я фанат, сразу расскажу вам про основной их недостаток. Хотя в них заявлена защита от пыли и влаги IP68, их даже в душ производитель не рекомендует носить и не дает на это гарантию. Соответственно, они, конечно же, не могут считать грибки и функции плавания в них нет. Третье, еще один маленький минус, вырезана функция подсчета VO2 Max и рекомендации по отдыху. На этом основные промахи и обрезки относительно их предшественников, а конкретно стратосов, по мне закончились. Четвертое. Вес всего 46 грамм, распределен так, что часы вообще не ощущаются на руке. По габаритам худеньким девушкам они точно не подойдут, но дамам со средним телосложением будет самое то. А также легкоатлетам. Я, как всегда, не советую спортивные часы тяжелоатлетам, абсолютно бесполезная игрушка. Для них данные часов идут просто с безумной погрешностью. И для тех, кто не в курсе, часы Amazfit, притом все, не имеют чипа ANT+, и это значительно сокращает для них список нагрудных пульсомеров. На данный момент, как я знаю, под них подходит Polar H7 и Polar H10 из нагрудников. Пятое. Экран циферблата просто волшебный. AMOLED дисплей 1,3 дюйма, 360 на 360 пикселей. Активация дисплея происходит либо при поднятии руки, либо с помощью длительного нажатия на экран. И тот и другой работает на ура. Плюс можно активировать еще и кнопкой. Приятно использовать устройство после всех возможных обновлений прошивки, которые были за эти последние полгода. Есть возможность активировать часы и при помощи физической кнопки, как я уже сказал. Практически все взаимодействия осуществляются с часами через экран. Кнопка всего одна. Свайп вниз открывает доступ к прогнозу погоды, настройки системы, включению-выключению ночного режима и режима полета. Плюс регулировка громкости и другие сервисные функции, о которых я расскажу далее. Свайп вверх открывает список уведомлений. Если пролистать экран влево и вправо, можно получить доступ к показателям физической активности. Стекло на них, конечно же, Gorilla Glass 3. Шестое. Материал корпуса термопласт. Лично у меня в этих часах рука не потеет, спать в них удобно. Сон считают даже при наличии разрывов. Если вы встали попить воды или, как было у меня, я проснулся от того, что меня заливал сосед сверху, те 15 минут, что я разбирался с ним, часы считали бодрствованием. Потом я лег, они стали считать сон. Выглядит по мне это просто великолепно. И в топку ценителей гаджетов по 120 тысяч рублей. На 10 тысяч рублей они выглядят свободно. Притом очень стильно. И здесь дело не во вкусе, а в наличии понимания, что это спортивные часы. Быстросъемный ремешок, но он не универсальный. И вам необходимо будет покупать съемные ремешки либо на Алиэкспрессе, либо в соответствующих магазинах. Кстати, часы есть в 3 вариантах расцветки: черный, синий и белый. Белый немного серый. Седьмое. NFC есть, его не может не быть, но кроме как в Китае работать он нигде не будет. Ни Google Pay, ни Apple Pay с Amazfit не работают. Восьмое. Стоимость $100 США. И да, я совершил акт ритуального самоубийства и заказал их на Pandao за 6600 рублей. И они мне пришли. Притом глобально
глобальная версия, я был готов к китайской, которая в итоге при обновлении полностью русифицировала устройство, притом вообще без косяков. И я верю, что на Pandao обманывают, и возможно даже намного чаще, чем на Алиэкспрессе. В описании ссылка на покупку для тех, кто решит рискнуть и купить на Pandao, и промокод на ссылку. И, кстати, промокод работает на все товары, а чтобы не говорили, что я пиарю лохотронщиков, ссылка рядом на Алиэкспресс. Сами решайте, где покупать. 9. Память 4 гигабайта. Доступно 2200 мегабайт. Для музыки и программ, которые вы можете установить на свой страх и риск, а также можете еще и видео закинуть, как вы видите. Оно великолепно проигрывается VLC-плеером. И что более чем эпично, вы не только можете прослушивать музыку с часов, но и воспроизводить ее прямо с них. В часах встроен динамик, а также микрофон, и присутствует функция звонков. Проще можете использовать часы как гарнитуру и говорить прямо с часов по голубому зубу, используя телефон. Даже набрать номер с них можете и позвонить, но смс набирать нельзя, да и оповещение выводится довольно топорно. 10. 5 суток автономности. Руководство на русском языке. Работают в старой доброй программе MSFit. Притом легко соединяются со Стравой и Huawei Здоровье, которые добавлены прямо в эту прогу. Что очень хорошо. Если ролик наберет 1000 лайков, сделаю максимально подробный ролик про эти часы. Пока пробежал в них немного, но еще пробегу. Как раз будет время хорошенько их и потестить. Из минусов еще добавлю, что безумно неудобно при беге не видеть пульс на общем окне с дистанцией и скоростью. Пульс выводится в отдельном окне, пусть и с графиком, но это неудобно. 14 предустановленных циферблатов, и уверен, вы без проблем найдете кастомные под себя, их просто море в интернете. Вибрация 3 уровней, подсветка 6 уровней, на улице при прямых лучах видно, что написано на экране отлично, можно найти телефон при помощи часов и часы при помощи телефона. Конечно же, есть выбор, на какой руке вы будете носить часы, и это критично, вы обязаны указать именно ту руку, чтобы часы корректно считали пульс и расстояние. Через Wi-Fi часики обновляются и также могут выгружать всю накопленную информацию в облако в MSFit. Можете прямо в часах установить измерение пульса перманентно, можете измерять его, когда вам будет удобно. Конечно, это будет дополнительно сажать батарею, но статистика довольно полезная штука. 12 режимов для спорта на данный момент, но напоминаю, что здесь нет плаваний и беговых лыж, которых в Стратосах, кстати, тоже нет. Анализ сна, плеер, будильник, умный компас, 2 тапа по компасу, и вы узнаете широту, долготу, высоту и давление. Конечно же, секундомер, таймер, погода и функция телефона. С часов музыку слушать не советую, не особо приятная пищалка, только в крайних случаях, лучше с Bluetooth наушниками или колонкой. Резюмирую тем, что часы мне очень понравились, на них даже можно поставить несколько программ, игрушки, диктофон, средства для просмотра видео и фото, но об этом я расскажу в следующем видео и расскажу, как это сделать, притом это можно сделать и на пейсах, и на стратосах. Алгоритм примерно одинаковый. И несмотря на то, что я настроен крайне негативно после всего, что прочитал о них в интернете, эти часики стоят каждого потраченного на них цента. Конечно, я не советую их пловцам, лыжникам и тяжелоатлетам. На всю линейку MSFit есть обзоры на моем канале, включая пейсы, стратосы, а также первые и вторые коры. Кстати, эти беленькие часики после моих тестов у меня заберет супруга, потому что они ей понравились. Часы реально годные по внешнему виду. Для тех, кто не решил, что именно он хочет купить, приходите на стрим в воскресенье, расскажу и покажу всю линейку MSFit'ов, добавлю еще некоторые умные часы и умные браслеты, отвечу на все ваши вопросы, мата на канале нет, стрим про часы сохраню, он с канала не пропадет, сможете потом прослушать как подкаст. Кто не подписан, подписываемся, у нас здесь домашний канал и дружная команда. В описании много конкурсов, участвуйте и побеждайте, а также добавляйтесь в группу ВКонтакт, Facebook, Instagram и болталку в телеге. На канале минимум 3 обзора в неделю и 1 стрим, иногда тематический, а иногда просто ответы на вопросы. Следующий обзор на очередную копию AirPods i14 и спойлер, она позорная. Спасибо за просмотр, девайсу да или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.